Всем привет! Сегодня на обзоре ручной отпариватель Philips GC810. С помощью этой новинки постараемся ответить на вопрос, может ли ручной отпариватель заменить утюг. Отпариватель Philips GC810 поставляется в плотной коробке, внутри которой надежно зафиксирован сам отпариватель, специальная насадка-щетка для отпаривания плотных тканей, инструкция и коврик Style Mat. Внешний вид просто космический, выглядит футуристично, стильно и негромоздко. Вес чуть меньше 1,5 килограмма, но стоит отметить, что он хорошо сбалансирован, держать в руке удобно. Прибор условно можно поделить на две части. Первая часть — это рукоятка, она же бойлер. В это отверстие заливается вода. Это кнопка включения отпаривателя. Выбор одного из двух режимов работы – Eco или Max, два индикатора, показывающие текущий режим работы, и кнопка подачи пара. Длина сетевого шнура 3 метра. Вторая главная часть, внутри которой находится парогенератор. Паровой утюжок – устройство, с помощью которого непосредственно осуществляется отпаривание. Имеется 5 отверстий для выпуска пара. Это специальное отверстие Decalc предназначено для очистки от накипи. Отпариватель нагревается за минуту и имеет мощность 1600 Вт. Постоянная подача пара 32 грамма в минуту, что выше среднего. Объем бака 230 мл, хватит на 12 минут непрерывного отпаривания. Этого достаточно для бытовых нужд. Также возможен долив воды в процессе отпаривания. Philips GC810 можно использовать не только вертикально, но и горизонтально. Обычные отпариватели в горизонтальном положении начинают течь. У этой модели такой проблемы нет. Также благодаря наличию в подошве нагревательного элемента конденсат образовываться не будет, и такой дополнительный нагрев помогает быстрее разгладить ткань. Технология Optimal Temp позволяет разглаживать все типы тканей, в том числе шелк и кашемир. То есть можно прижимать подошву к деликатным тканям без риска прожечь ее. Жесткая водопроводная вода устройству не страшна, так как имеется технология очистки от накипи Decalc, что обеспечит стабильную подачу пара в течение долгих лет. Имеется два режима работы – Eco и Max. В Eco режиме поступает меньше пара, экономично расходуется вода и электричество. Наливаем воду до отметки Max. Если налить больше, то лишняя вода выльется из клапана. Нажимаем кнопку включения и ждем 60 секунд, пока индикатор перестанет мигать. Комплектный аксессуар Style Mat повышает качество отпаривания и защищает поверхность от горячего пара, поэтому обязательно его используем. Весим вот таким образом. Индикатор перестал мигать, подошва отпаривателя нагрелась. Начнем тест тонкой хлопковой рубашки. Зажимаем кнопку и начинаем отпаривать. Процесс отпаривания будет сопровождаться вот таким звуком работающего насоса. Прижимаю сопло отпаривателя ткани и растягиваю ткань другой рукой. Отпаривать было неудобно из-за того, что я повесил рубашку на напольную вешалку. Объект испытания качался, вертелся, так как сзади не было опоры. Но тем не менее результат отличный. Далее рубашка из плотного хлопка. На сей раз повесил плотно к стене. Застегиваем верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань. Разглаживая рукава, нужно начинать с плеч и постепенно перемещать сопло отпаривателя вниз, а свободной рукой оттягивать рукав вниз по диагонали. Теперь отпаривать было удобнее, но надо, чтобы вешалка была хорошо зафиксирована. Плотный хлопок для этого отпаривателя не составил проблем, но чтобы процесс разглаживания был быстрее, необходимо слегка оттягивать ткань. Таким отпаривателем удобно быстро привести рубашку в порядок после рабочего дня, устранив складки, заломы, а также уничтожить различные бактерии на ней горячим паром. Прибор можно использовать в режиме горизонтального отпаривания. Делать я это буду на столе. Для защиты стола кладу комплектный Style Mat. Проведем небольшой тест на протечку воды и степень увлажнения отпаривателем. Испытывать будем на бумажном полотенце.
Ни одной капельки не выбежало и бумага сухая, это отличный результат. Следующим испытуемым будут брюки из плотного хлопка. Тут главное изначально нормально расправить ткань, чтобы не было заломов. Просто шикарный результат, я не ожидал такого быстрого и качественного отпаривания. Получается, что этот отпариватель с функцией утюга, но с маленькой подошвой, и им намного удобнее гладить одежду. Он позволяет эффективно разглаживать складки в труднодоступных местах, например на воротничках рубашек и манжетах. Далее с себя снял брюки, чтобы освежить их и устранить вот такие складки в подколенной области. И с этим не возникло проблем. Также можно создавать ровные стрелки на рукавах и штанах. При использовании щетки следует нажать кнопку подачи пара и медленно перемещать прибор, касаясь ткани щетинками. Щетка улучшает проникновение пара в плотную, тяжелую ткань таких предметов одежды, как пальто или пиджак. Это позволяет добиться более быстрого и эффективного отпаривания. Пиджак поддался отпаривателю и тоже легко устранились складки. Чтобы отпарить рубашку, брюки и пиджак, мне пришлось один раз доливать воду, но стоит отметить, что нужна сноровка в вертикальном способе отпаривания. Я делал это впервые, дольше всех провозился с отпариванием рубашки. Давайте проверим, насколько хороша технология очистки от накипи. Прибор остыл, убираем крышку и заглушку. Видим, что частицы накипи присутствуют, хотя прибором пользовался недолго. Технология Decalc работает, а это означает, что будет обеспечиваться стабильная подача пара в течение долгих лет. Новый ручной отпариватель Philips GC810 с постоянной подачей пара 32 грамма в минуту отлично отпаривает любые виды ткани, в том числе ткани из плотного хлопка, и позволяет привести вещи в порядок за короткий промежуток времени, без риска повреждения их. Отпаривать можно как вертикально, так и горизонтально. Подошва имеет нагревательный элемент, что еще убыстряет процесс устранения складок на ткани. Им, конечно, можно отпаривать и постельное белье, но это займет больше времени, чем разглаживание утюгом. Поэтому ручной отпариватель больше подходит для одежды. Компактность такого отпаривателя позволяет брать его с собой в путешествие и быть всегда в свежей, идеально отпаренной одежде. Ссылку на данный отпариватель оставил в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения и удачных покупок!